Что если однажды после космического путешествия мы, дорогие зрители, смогли бы вернуться в далекое прошлое Земли? Когда на ней уже обитали различные виды животных, но еще не было людей. С кем из них было бы круто познакомиться? Первыми в голову большинству из нас наверняка приходят динозавры. Это действительно настоящие звезды древнего мира. Многочисленные виды огромных ящеров господствовали на Земле в мезозойскую эру. Но задолго до этого менее популярные, хотя невероятно интересные предки динозавров уже вели жестокую борьбу за место под солнцем. Как насекомые смогли достичь размера птиц, а грибы выросли с двухэтажный дом? Зачем одни из древних охотников, кроме саблевидных клыков, обзавелись еще и третьим глазом? Мы совершим сегодня виртуальную прогулку с этими монстрами и узнаем, как все начиналось до эпохи динозавров. Сначала жизнь на нашей планете, конечно, не отличалась многообразием форм. Все существа обитали в водоемах планеты и лишь намного позже постепенно приспособились к условиям на поверхности. Настоящие монстры на Земле появились лишь 350 миллионов лет назад. Тогда началась предпоследняя геологическая эпоха палеозойской эры – каменно-угольный период или карбон. Свое название он получил из-за масштабного образования угольных залежей в то время. Тогда постепенно образовывался величайший суперконтинент в истории Земли – Пангея. Он появился в результате столкновения континента Лавразия, включающего Северную Америку и Евразию, с древним южным суперконтинентом Гондваной. Незадолго до этого события Гондвана повернулась по часовой стрелке, так что ее восточная часть – Индия, Австралия, Антарктида – переместилась к югу, а западная Южная Америка и Африка оказалась на севере. В результате поворота на востоке появился новый океан – Тетис, а на западе закрылся старый океан – Рейкум. В каменно-угольном периоде климат на Земле сильно отличался от того, что мы знаем сегодня. Во всех регионах планеты было тепло и влажно. На суше образовалось множество озер, рек и особенно болот. В них обитали различные виды животных, которые достигали огромного размера. Гиганты каменно-угольного мира возникли, скорее всего, не из-за тепла и влаги. Этому больше способствовал избыток кислорода в атмосфере. Его содержание в то время составляло 35%, почти на 14% больше, чем сейчас. Ученые пришли к такому выводу, поскольку большая часть углерода в торфяных отложениях лесов карбона возникла вследствие расщепления углекислого газа. В результате этого процесса в атмосферу выбрасывался кислород, и его уровень значительно повысился. Зато теплые и влажные условия как нельзя лучше способствовали бурному расцвету растительности. Планету покрывали непроходимые заросли, среди которых было больше всего кустарников, лиственных деревьев и лиан. Основными завсегдатаями угольных лесов палеонтологи считают сигилларии, липидодендроны, каламиты. С ними соседствовали леса из гигантских споровых растений, папоротников, плаунов. Их стволы достигали диаметра 1,5 метров, а высота 10 метров. В конце этого периода древовидные папоротники, как правило, вытесняли плауновидные деревья. Впрочем, они тоже были настоящими великанами. Когда мы увидим какой-нибудь липидодендрон, то в первую секунду замрем от ужаса. Это наверняка окажется настоящий гигант, шириной ствола до нескольких метров, а высотой до 50. Но расстояние не просто очень высокое. Липидодендрон предстанет перед нами призрачным чудовищем, мерцающим под светом редких солнечных лучей в чаще леса. Эта почти мистическая картина связана со строением липидодендронов. Верхняя часть ствола таких древних деревьев богато ветвилась. На ней росло множество треугольных листьев. Они крепились к поверхности ствола напрямую, без черешков. Листья были огромными и достигали до 1 метра в длину. Зеленые великаны с возрастом постепенно опадали, оставляя на стволе и ветвях свои основания. Ископаемые образцы липидодендрона плотно усыпаны подобными рубцами от опавших листьев.
По этой причине поверхность растений имела странную структуру, напоминающую кожу змеи или аллигатора. Под стать им были и другие причудливые обитатели каменно-угольного леса, которые ютились в тени гигантских деревьев. Сквозь дымку испарений, например, на болотах, виднелись прототакситес. Зеленовато-синие, коричневые колонновидные великаны порой возносились над землей выше, чем двухэтажный дом. Наземные животные в этом призрачном мире еще были довольно немногочисленны, но среди них уже появлялись настоящие великаны. До сказочных размеров им позволяли вырасти те же самые леса. Они сделали воздух более пригодным для дыхания животных с малоэффективной дыхательной системой. Даже насекомые тогда зачастую походили на монстров из фильмов ужасов. Так над водоемами летали огромные стрекозы-меганевры. Размах их крыльев достигал более 30 сантиметров. Их отличал хищный оскал челюстей, выпученные глаза размером с блюдце и лапы, усеянные шипами. На болотах же пировали не менее страшные артоплевры, дальние родственницы современных многоножек. Что будет, если мы столкнемся где-то в трясине с таким себе насекомым? Сейчас многоножки кажутся нам довольно неприятными, но маленькими и безобидными существами. А вот при встрече с таким обитателем карбонового периода шока вряд ли удастся избежать. Длина гигантской многоножки порой доходила до 3 метров, а масса до 50 килограммов. Плоское тело артоплевры состояло из ряда сегментов, заходивших один за другой. К нему было прикреплено 30 пар ног. Переднюю часть головы ужасного насекомого покрывали плоские пластинки. Артоплевры смогли достичь рекордно крупных размеров, вероятно, в связи с повышенным содержанием кислорода в воздухе каменно-угольного периода. Это делало трахейную дыхательную систему насекомых более эффективной. Также благоприятным моментом для них считается отсутствие в каменно-угольном периоде крупных наземных позвоночных, которые могли бы выступать в роли хищников. 3-метровые многоножки были необычайно прожорливы. В год они съедали до тонны растительности и не отказывались полакомиться другими животными. Но о том, что чудовищные многоножки примут нас во время путешествия за прекрасный обед, беспокоиться не стоит. Они охотились только на мелких земноводных, разрывая их крепкими челюстями с острыми зубами. К тому же в основном артоплевры все же питались растительностью, и их укусы не были ядовитыми, как показано в одном из известных научно-фантастических сериалов. Но что делать при встрече с лабиринтодонтами где-нибудь у берега водоема? Они как раз вполне себе любили полакомиться свежим мясом. Эти земноводные тогда были самым распространенным видом животных на планете. Лабиринтодонты тоже ухитрились вырасти до гигантских размеров, длиной до 3 метров, а также проявляли навыки отличных охотников. К счастью, самые крупные их представители были травоядными, поедали очень много пищи и имели большие бочкообразные тела. Зато более мелкие родственники этих существ стали предками первых хищных рептилий, которые появились в конце каменно-угольного периода. Но весь жаркий и влажный карбон на планете царствовали очень крупные животные, настоящие монстры. А в конце периода начало холодать, на полюсах появились ледяные шапки, и это все изменило. С наступлением Пермского периода, или сокращенно Перми, 300 миллионов лет назад температура на планете значительно снизилась. Эта последняя эпоха палеозойской эры продлилась 47 миллионов лет. Тогда на планете произошло много изменений по сравнению с карбоном. Азия столкнулась с Европой, взметнув ввысь Уральский горный хребет. А в Северной Америке выросли Апалачи. К концу Пермского периода формирование гигантского суперматерика Пангеи полностью завершилось. Его омывали воды мегаокеана Панталас. Однако в Перми произошло крупнейшее отступление моря в истории Земли. Усилилась вулканическая деятельность. Образовались большие пространства суши. Во внутренних районах материков условия стали совсем другими по сравнению с карбоном. Слияние континентов привело к значительному изменению климата, растительности и животного мира планеты.
В каменноугольном периоде он был везде примерно одинаковым, а потом стал более холодным и зональным. Обледенела южная часть Пангеи на месте современных Индии, Австралии и Южной Америки. На полюсе тоже возникла огромная шапка снега. В середине периода потеплело, и климат стал очень засушливым. Внутри Пангеи образовались нескончаемые пустыни, в которых годами не выпадали дожди. Считается, что на Земле никогда не было больше пустынь, чем в те времена. И только возле океана по-прежнему сохранялись умеренное тепло и влага. В целом же климат Перми больше походил на современный, чем в каменноугольном периоде или в следующей мезозойской эре. Он разрушил старый растительный и животный мир, но привел к процветанию новый. Количество кислорода в атмосфере уменьшилось, а углекислого газа выросло. От этого огромные насекомые и другие обитатели планеты сильно уменьшились в размерах. Это касалось и растений. Папоротникам и хвощам, которые доминировали в карбоне, нужна болотистая местность. Во влажных условиях болот эффективно всходят споры таких растений. Когда болот стало меньше, сократилось число и разнообразие видов споровых. Их место заняли голосеменные растения, различные виды гинго, хвойных деревьев. Также на суше расселились похожие на пальмы саговники с очень толстыми стволами. Они не были гигантами, как жители лесов каменноугольного периода, однако тоже поднимались в небо на высоту до 20 метров. Их цилиндрические стволы почти никогда не ветвились. Вверху саговники украшала крона крупных кожистых, иногда колючих деревьев. У некоторых видов молодые листья имели очень экзотический вид, поскольку завивались в спираль, как у папоротников. Саговники плодоносили с помощью шишек, причем мужские были вытянутые, как у сосен, а женские – плоские. В то время еще не появились цветковые растения, но некоторые из них очень походили. Такими, в частности, были некоторые растения и семейства гнетовидных. Если мы наткнемся в лесу на одну из представительниц этого семейства, вельвичию удивительную, то точно примем ее за древний цветок. Шишки растения, которые сначала были зелеными, потом принимали рыжий или даже темно-малиновый цвет и смотрелись как экзотические цветы. Остальные части растения тоже отличались необычным внешним видом. А древесневший полый стебель вельвичьи, похожий на перевернутый конус, диаметром зачастую превышал метр. Он почти полностью погружался в песок. Сверху от него в противоположном направлении отходили два листа, которые росли на протяжении всей жизни растения. Эти листья, настоящие колоссы, достигали 8 метров в длину и почти 2 метров в ширину. Если мы коснемся такого гиганта, то замрем от удивления. На ощупь он окажется похожим на доску. Вельвичия сохранилась до наших дней и встречается в основном на юго-западе Анголы и в Намибии. Впрочем, ученых не удивляет то, что растение смогло сохраниться так долго. Оно чрезвычайно живучее. Некоторые современные экземпляры, как показал радиоуглеродный метод, имеют возраст около 2000 лет. В пермский период еще не произошло изменений форм насекомых, которые обитали среди этой растительности, и не повысилось их разнообразие, как в следующей мезозойской эре. Но появились, например, много видов стрекоз. Правда, они не были столь впечатляющими, как гигантские меганевры. Стрекозы стали мельче и более походили на современных. Но расслабляться при прогулке по земле в пермский период нам не стоит. Навстречу, например, может выползти целое полчище тараканов. Если вы думаете, что это хоть и неприятные, но привычные нам насекомые, то сильно ошибаетесь. Как раз тараканы в пермский период были настоящими гигантами, размером примерно с современную мышь. Жесткие экзоскелеты дали этим членистоногим преимущество над другими преследователями наземных насекомых и позволили стать такими большими. Эти и другие обитатели планеты приспосабливались к окружающей среде, осваивая засушливые районы, и вскоре их расклад на суперконтиненте стал совсем иным. Прежде всего пришлось потесниться земноводным, ранее преобладающим на планете. Их влажная пористая кожа не переносила суш.
Для земноводных остались пригодны лишь территории вокруг немногочисленных озер и болот. В таких условиях вымерли многие виды этих животных. Пресмыкающиеся или рептилии, наоборот, стремительно распространялись по земному шару. Они лучше других адаптировались к новой среде обитания. В пермский период число рептилий составляло уже 53% всех четвероногих, а в предыдущую эпоху всего лишь 13%. Сначала пресмыкающиеся были невелики по размеру и похожи на современных ящериц. Они питались в основном членистоногими и червями. Но вскоре появились крупные виды, охотившиеся на более мелких. Со временем многие из них обзавелись мощными челюстями, с крепкими зубами, необходимыми для успешной охоты. Во время прогулки по берегу какого-нибудь водоема нам может встретиться мозазавр, небольшое пресмыкающееся длиной до 1 метра. Это было полностью водное животное, длинный хвост помогал его передвижению по воде. Очень длинные челюсти мозазавров были оснащены многочисленными тонкими зубами, идеальными для захвата скользкой рыбы. Для более успешной водной погони за добычей мозазавру помогали перепончатые конечности, выполнявшие функцию ласт. Но важнейшим событием пермского периода было появление так называемых синапсидных рептилий, животных, у которых имелись отверстия в черепе за каждым глазом. Они очень напоминали крокодилов или даже динозавров. Самый известный их представитель – удивительный диметродон с огромным причудливым парусом на спине. В то время появились и первые архозавры, которые имели 2 отверстия в черепе за каждым глазом. Это были небольшие рептилии, правда хорошо защищенные от всех опасностей пермского периода. Все их тело было покрыто роговыми щитками, которые защищали кожу от пересыхания и от хищников. И все равно, 250 миллиарда лет назад никто не смог бы предсказать, что архозаврам суждено было превратиться в самых первых динозавров мезозойской эры, а затем тысячелетия доминировать на Земле. Казалось, ничто не помешает рептилиям полностью завоевать планету, но вскоре на Земле разразилась настоящая катастрофа. Что же произошло? Понять это поможет виртуальное путешествие в один из последних дней пермского периода. Вот как он проходил у различных обитателей древнего мира. 4-метровый диметродон весом 200 килограммов обитал в богатой пищей местности на берегу океана. С раннего утра он решил подкрепиться. Диметродон считался одним из самых успешных хищников Перми. Зубы зверя, в отличие от большинства пресмыкающихся, уже делились на резцы и зазубренные клыки. Они идеально подходили для разделки плоти. Однако основное преимущество хищнику давал огромный парус на спине. Он состоял из толстой кожи, натянутой на позвоночные наросты. Диметродон использовал парус в брачных играх, для маскировки среди растений и при плавании. Но главное, нарост был незаменим для терморегуляции, дававшей рептилии фору при охоте. Подсчитано, что без паруса тело хищника разогревалось бы при температуре с 26 до 32 градусов за 205 минут, а с ним – за 80. Таким образом, ящер становился активным с раннего утра до того, как согревались и начинали двигаться другие рептилии. Парус и в этот раз помог диметродону быстро заполучить завтрак. Ему попался трематопид – хищное земноводное длиной до 80 сантиметров. Оно полностью приспособилось к жизни на суше. А от врагов научилось защищаться с помощью острых, удлиненных верхних клыков. Однако трематопид был очень медлительным. К тому же было рано, и он еще не успел разогреть свое холодное тело. Все это сделало его легкой добычей для более крупного и подвижного диметродона. На поиски пропитания вышел и другой ужасный монстр пермского периода. Это 3-метровая горгонопсия, предшественница млекопитающих. Ей не требовался утренний разогрев даже с помощью паруса. Горгонопсия была теплокровной. К тому же ее тело частично покрывала шерсть. Грозным оружием зверя являлись саблевидные клыки. Вдобавок на макушке у нее красовался шишковидный 3-й глаз. Этот своеобразный перископ помогал рептилии не пропустить рассвет.
– наиболее оптимальное время для активности. Еще горгонопсию отличал хорошо развитый мозг, особенно мозжечок. Он обеспечивал животному отличную координацию движений. Добавьте к этому длинные прямые задние конечности и получите образ самого крутого хищника пермского периода. Свирепая горгонопсия, не раздумывая, вступила в бой с врагами намного больше себя. Так она поступила и в этот день. Невдалеке как раз лакомился корой деревьев огромный растительноядный пиреязавр. Горгонопсия вцепилась в бок 4-метрового неповоротливого зверя. Острыми, как кинжалы, 15-сантиметровыми клыками она прокусила шишковидную костяную броню жертвы. Раненое животное от потери крови начало быстро терять силы. Горгонопсия тут же этим воспользовалась. Она снова подскочила и выдрала еще один кусок мяса из тела пареязавра. Так безжалостная рептилия живьем обгладывала жертву, пока не наелась до отвала. С утра проголодались и еще одни далекие предки млекопитающих – цинодонты. Эти небольшие, до 60 сантиметров в длину пресмыкающиеся по виду походили на выдр. Они были теплокровными и полностью покрытыми шерстью, так что их активность не зависела от суточных колебаний температуры. Цинодонты могли охотиться ночью, когда более грозные хищники отдыхали. Эти звери нападали стаей даже на очень крупных животных. Успех им также обеспечивали различные по назначению зубы, как у современных млекопитающих. Кинжаловидные клыки легко рвали добычу на куски. Острые резцы служили для захвата и откусывания пищи, а плоские коренные зубы с множеством режущих кромок позволяли жевать и перемалывать мясо. Однако нашей стае хищников в последнее время не везло. Они обитали в глубине Пангеи, где усиливалась засуха. Утром цинодонты напрасно искали что-нибудь съестное. Вокруг была только бесплодная пустыня. Голод гнал их в поисках пищи все дальше от озера. Путь стаи пролегал по фантастически красивой местности. Всюду были небольшие красные скалы, как на Марсе. Необычный цвет им придавали оксиды железа, образовавшиеся в результате интенсивного нагревания пустыни солнцем. Они долго передвигались под палящим солнцем и уже начали терять силы. И у текодонта, который также находился в глубине Пангеи, охота не удалась. Хищнику тоже пришлось отправиться на поиски нового места, где можно выжить. Его шансы на успех были довольно велики. Рептилия внешне напоминала современного крокодила на длинных ногах. Она, по сути, и являлась предком крокодила, а также динозавров-птиц. Некоторые особи, в том числе наш текодонт, уже передвигались на 2 конечностях, причем очень-очень быстро. Текодонт без затруднений преодолел десятки километров и, наконец, вышел к зеленому оазису на берегу водоема, отделившегося от моря. Там, среди деревьев, паслись растительноядные этозавры. Медлительные и неповоротливые рептилии тоже были предшественниками динозавров. Их защищали от хищников массивный панцирь и острые шипы на спине. Текодонт предпочел не нападать на столь экипированных противников. Возле воды ему попалась крупная земноводная – эускелий. Текодонту ничего не стоило схватить это медлительное животное и растерзать острыми, как бритвы, зубами. Словом, вначале этот день для наших ящеров ничем не отличался от остальных. Но в это самое время начиналась катастрофа, которая зародилась внутри Земли. О ней ученые узнали после исследований соответствующих геологических слоев планеты. Там обнаружено огромное количество вулканического пепла и полых частичек зольной пыли, которые образуются после сжигания угля. Катастрофу вызвали активные тектонические изменения внутри планеты. Даже после слияния континентов встречное движение литосферных плит Лавразии и Гондваны продолжилось. В результате этого процесса южная плита поднырнула под северную, образуя на суше множество разломов. Особенно большие отверстия сформировались на территории нынешних Индии и Сибири. Газы и магма сквозь разломы начали выплескиваться наружу. Тех, кто оставал на пути потока, ждала ужасная участь. Именно в таком месте оказалась стая цинодонтов, которая пыталась выбраться из бесплодной пустыни.
Земля вокруг них вдруг растрескалась подобно яичной скорлупе. Из разломов повалили ядовитые газы. Цинодонты, одурманенные этими парами, вместо бегства остановились как вкопанные. Впрочем, у них все равно не было шансов спастись. Буквально через несколько секунд земля разверзлась под ногами ящеров, и они упали в раскаленную магму. Но не исчезли в ее пучине. Магма представляет собой массу, которая в 3 раза превышает воду по плотности, в 1000 раз по вязкости. Она не может быстро деформироваться и сразу что-то поглотить. Стая цинодонтов, провалившись в магму, осталась на ее поверхности. При ударе животные переломали себе множество костей. Хотя самым страшным было не это. Невероятно горячая магма тут же стала заживо зажаривать рептилий. Они быстро погибли, ведь температура магмы при выходе на поверхность достигает 1000-1200 градусов Цельсия. Это в 4-5 раз больше, чем внутри домашней духовки. Тем временем извержения продолжались. Они, в свою очередь, привели к масштабным пожарам по всей планете. Пострадало и место, где наша горгонопсия спокойно переваривала под деревьями мясо пареозавра. Вдруг вокруг нее все запылало. Жар мгновенно стал нестерпимым, и горгонопсия попыталась убежать. Однако огонь обступил рептилию со всех сторон, полностью отрезав ей путь к отступлению. А Диметродона, который также отдыхал после удачной охоты на берегу океана, просто смыло с лица земли. Извержение магмы и землетрясения вызвали огромные цунами. Одна из чудовищных волн накрыла нашего Диметродона, а заодно и множество животных, которые обитали в том месте. Только хищному текодонту и растительноядным экозаврам в этот день повезло. Извержение магмы и пожары обошли стороной их зеленый оазис. Землю под ящерами только потрясло, а на их головы просыпалось немного пыли. Однако и этим рептилиям оставалось недолго пировать в богатом пропитанием месте. После выбросов магмы в атмосферу попало огромное количество метана и углекислого газа. Температура на планете выросла не менее чем на 2-3 градуса Цельсия. От этого в океанских глубинах растаяли внутренние резервуары замороженного метана. Он также попал в атмосферу. Метан, один из самых мощных парниковых газов, поднял температуру еще на 5 градусов Цельсия. Водоемы на планете под воздействием тепла высыхали один за другим. Вскоре испарился и тот, на берегу которого обитали наши предки динозавров. Вслед за водой высохла зелень, погибла мелкая живность. Рептилии попытались найти другое место для выживания, но сколько ни бродили по планете, видели только бесплодную пустыню. К тому же по пути животных поливали ядовитые кислотные дожди. Их дыхание затрудняли частицы лавы, газов и пепла, заполнившие атмосферу. Наши ящеры не имели шансов выжить в подобном аду. Так происходило самое массовое вымирание в истории Земли – пермское. Оно стерло с лица планеты 90-95% морских видов живых организмов и не менее 70% наземных. И все же небольшому количеству животных удалось выжить. Среди них были родственники наших знакомых – цинодонтов. Некоторые особи переждали катаклизмы глубоко в норах, где было достаточно пищи. Еще нашли себе какое-то укрытие отдельные предки динозавров, такие как наши текодонт и экозавры. Они вступили в новую мезозойскую эру и возвели на пьедестал эволюции знаменитых динозавров. Тем временем потомки цинодонтов, млекопитающие, еще долго ютились в тени древних ящеров, пока не дождались своего часа. Но это было позже. А пока после Великого Пермского вымирания наступил Триасовый период, или Триас, первый в мезозойской эре. Тогда суша представляла собой единый суперконтинент Пангея, который омывал воды мегаокеана Панталос. Облик Пангеи тоже менялся. На ней появлялись и исчезали внутренние водоемы, образовывались горы, так, например, завершилось формирование Уральского хребта. В начале мезозоя на планете стало теплее, температура, вероятно, поднялась из-за большого количества углекислого газа.
Он образовался в результате многочисленных извержений вулканов, вызванных движением тектонических плит. Расчеты показали, что тогда в атмосферу было выброшено 100 тысяч гигатонн СО2. Из-за глобального потепления в триасовый период снежные шапки на полюсах растаяли. Однако этот жаркий период был иным, чем теплые и влажные условия каменно-угольного периода. В Триасе преобладала сушь. Климат стал менее зональным. Его различия на отдельных участках Пангеи сгладились. Только 3 месяца в году длился сезон дождей. Его сменяли 9-месячные засухи. Тогда водоемы мелели и испарялись. Почти вся растительность высыхала. Большую часть суперконтинента покрывали бесплодные пустыни. В подобных условиях жизнь с трудом восстанавливалась после Великого вымирания. Развитие в основном происходило на берегах водоемов и невдалеке от них. На этих берегах в основном и сохранялась основная часть растительности, которая сильно поредела и потеряла былое разнообразие. Засухи полностью уничтожили древовидные плауны, многие виды споровых папоротников. Исчезли хвойные деревья пермского периода. Правда, их место быстро заняли новые, более приспособленные к нехватке влаги виды. Появились дошедшие до наших дней туи и араукарии. Некоторые хвойные в то время были травянистыми. У них не было твердого стебля. Это позволяло растениям быстрее восстанавливаться с наступлением сезона дождей. Также по всему суперконтиненту стали еще более распространяться известные нам саговники, гинго и другие голосеменные растения. Однако все же доминировать продолжали семенные папоротники. Среди этих растений лежало и ползало множество насекомых: сверчки, жучки, экзотические тараканы с большими мохнатыми лапами предпочитали высасывать растительные соки или питаться пыльцой. Зато хищные личинки насекомых часто пожирали себе подобных. Например, прожорливые малютки жуков-долгоносиков поджидали добычу в шишках саговников. Но дальше всех зашли странные летающие насекомые Триаса, 40-сантиметровые мезотитаниды с зазубренными серповидными лапами. Они убивали даже небольших земноводных. Сами земноводные в предыдущей эпохе, как мы выяснили, господствовали на планете, однако в Триасе их число продолжало сокращаться. Правда, отдельные виды еще были достаточно многочисленны. На всем континенте в болотах, озерах и реках обитали потомки первых лабиринтодонтов. Они одновременно походили на лягушек и крокодилов. У животных были горизонтально расположенные бедра и плечи. Их длина варьировалась от полуметра до 5. Лабиринтодонты в то время уже были полностью плотоядными. Эти хищники охотились на своих сородичей и мелкую рыбу, используя тактику засады. Серо-зеленые животные отлично сливались с природой, часами поджидая жертву с открытой пастью. Когда кто-то оказывался в пределах досягаемости, их челюсти захлопывались, и острые зубы впивались в тело добычи. Сами же лабиринтодонты защищались от врагов с помощью прочных панцирей из костных пластин, покрывающих все тело. Но доминировали на планете, как и в пермском периоде, многочисленные пресмыкающиеся. Правда, в Триасе они сильно изменились. Великое вымирание перешагнули самые продвинутые формы рептилий. Среди них оказались цинодонты, далекие предки млекопитающих. Эти небольшие зверьки со времен пермского периода довольно подросли и уже зачастую достигали размера больших собак. Хотя все равно им приходилось выживать в тяжелых условиях, буквально под лапами крупных свирепых хищников. Однако цинодонты умели рыть глубокие норы и часто жили парами, заботясь о потомстве. По некоторым версиям, некоторые виды уже кормили малышей молоком. Часть этих животных, возможно, относилась к сумчатым и переносила на себе детенышей. Но главными качествами, которые обеспечивали им успех, оставались наличие шерсти и теплокровность. Приспособившись к новым условиям, эти пресмыкающиеся расселились по всей планете. А нишу суперхищников заняли крокодилы, вернее их предки – крокодиломорфы, которые достигали 8 метров в длину.
Огромные зубы, свирепость и сила рептилий наводили ужас на обитателей триасового мира. Одному из представителей крокодиломорфов даже дали жуткое имя – Каролинский мясник, в соответствии с местностью, где обнаружили его ископаемые останки. Внешне этот трехметровый хищник напоминал крупного крокодила, но он предпочитал проводить время не в воде, а на суше, и мог быстро бегать на задних лапах. Предок современных крокодилов имел чрезвычайно острые зубы, что позволяло ему прокусывать толстые панцири рептилий. И, наконец, в середине триасового периода появились первые динозавры. Их кости палеонтологи находят по всему миру, чаще всего на территории современной Аргентины. Эти рептилии сначала не были гигантами, но с течением времени прибавляли в размерах. Что же позволило динозаврам выжить в мире хищников Триаса и быстро эволюционировать? Прежде всего, многие из них ходили на двух ногах. Интересно, что ящеры ступали на пальцы подобно птицам, а не на пятки, как мы. Потому следы маленьких особей очень напоминают отпечатки лап цапель. Ноги у динозавров располагались под животом, а не по бокам, как, к примеру, у крокодилов. Благодаря этому ящеры могли быстро догнать жертву или убежать от охотника. Кроме того, динозавры были инерционно теплокровными. Это значит, что за день их организм сильно разогревался, и за ночь, благодаря быстрому метаболизму, не успевал остыть. А некоторые виды уже стали по-настоящему теплокровными. Подобное свойство позволяло им сохранять активность круглые сутки. Таким образом, ящеры получали фору при добывании пищи. Еще у динозавров обнаружили так называемое второе дыхание. Процесс происходил за счет воздушных мешков, которые представляли собой разрастание на легких. Вдыхая, динозавры получали кислород из атмосферы, а выдыхая – из кислородных мешков. Это свойство оказалось незаменимым в триасовый период, бедный на кислород. В начале концентрация О2 в атмосфере составляла 10-15%. В конце триаса показатель подскочил примерно до 19%. Однако этого все равно было мало. Сейчас для сравнения кислород составляет чуть более 21% атмосферы, а в каменноугольном периоде палеозоя поднимался аж до 35%. Также важно, что кожа динозавров чешуйчатая и водоотталкивающая. Она хорошо защищала животных от потери влаги и от укусов хищников. И, наконец, яйца динозавров имели прочную скорлупу. Благодаря этому процент выживания детенышей по сравнению с другими пресмыкающимися у них был необычайно высок. Однако первым ящерам все равно приходилось безумно сложно в суровом мире Триаса. Они были вынуждены вести смертельную борьбу за свое место под солнцем. Вот как, вероятно, протекали дни всех этих животных 200 миллионов лет назад у одного из озер. Сезон дождей продолжался уже более 2 месяцев, и небольшое озеро превратилось в обширный водоем. Вокруг кипела жизнь. В воде плескался огромный 5-метровый крокодиломорф – протозухия. Он не искал добычу. Его брюхо и без того было под завязку набито рыбой и мелкими пресмыкающимися. Тут к озеру вышел динозавр Гойрозаурус, которого еще называют Годзиллой. Это был один из самых крупных ящеров конца триасового периода, длиной до 5 метров, очень сильный и агрессивный. Но в тот день наш хищник был сыт и спокоен. Он напился воды и пошел отдыхать в тени деревьев соседнего леса. Там паслось стадо растительноядных пресмыкающихся, прозауроподов. Через миллионы лет у них вырастут 10-метровые шеи, а огромные тела достигнут веса в десятки тонн. Тогда эти животные превратятся в одних из самых мощных динозавров. Пока же размеры предшественников гигантов были намного скромнее. И ноги у проузороподов оставались вытянутыми, а не колоннообразными, как позднее. Зато они умели подниматься на задние конечности, чтобы дотянуться до молодых листьев на верхушках деревьев. В тот день они с тревогой поглядывали на мелькавших в лесу эорапторов. Эти небольшие ящеры, передвигающиеся на 2 ногах, имели очень острые зубы. К тому же охотились стаями и вполне могли напасть на маленьких проузороподов.
Но эорапторы занимались более безопасным поиском пищи. Ящеры воровали яйца других пресмыкающихся, ловили насекомых и земноводных. Тем временем пара цинодонтов сидела в норе, охраняя свое потомство. После наступления темноты отец семейства вышел на охоту и быстро нашел добычу. Словом, в этом оазисе изобилия все были сыты и довольны. Через 3 месяца все изменилось. Сезон дождей давно закончился. Озеро обмелело, в нем осталось мало рыбы, а вокруг не суетилось множество земноводных. Огромному крокодилу Протозухии стало трудно находить пищу. Он уже сутки был без обеда и неподвижно сидел, сохраняя силы. Но сегодня крокодила Морфу улыбнулась удача. На водопой пришла стая эорапторов, и один молодой ящер отошел от сородичей. Огромный хищник мгновенно бросился на него из своей засады и насмерть загрыз острыми зубами. Остальные эорапторы умчались в спасительный лес. Но там их поджидал голодный динозавр Годзилла. Он быстро поймал и растерзал одного из эорапторов. Понесшая потери стая в страхе спряталась в самом отдаленном уголке леса. И все же голод быстро выгнал ее на поиски добычи. После нескольких часов скитаний эорапторам наконец повезло. Они уловили очень слабое движение под землей и поняли, что там нора. В ней вместе с детенышами пряталась семья цинодонтов. Эорапторы начали дружно раскапывать землю. Цинодонтам вскоре ничего не оставалось, как покинуть разрушенную нору. Они сумели скрыться от врагов в чаще леса. Но детеныши достались на обед эорапторам. Между тем и стаду проузароподов приходилось нелегко. Древовидные растения увядали на глазах. Животные изо всех сил тянули шеи, чтобы достать хоть немного суховатых листьев. Это удавалось все реже. Еще через 3 месяца жизнь на берегу озера стала совсем невыносимой. Дожди не шли уже полгода. Водоем и деревья вокруг него почти полностью высохли. Животные, которые приходили попить немного мутной воды, вели себя очень настороженно, и голодный, истощенный крокодиломорф не мог ничего поймать, чтобы подкрепиться. Динозавр Годзилла, который еще находил в лесу кое-какую падаль, держался лучше. Но вскоре и его стал невыносимо терзать голод. Тогда хищник рискнул наброситься на молодого зауропода, который отошел от стада. Его сородичи поспешили на помощь и начали нещадно избивать хищника мощными хвостами. Годзилле пришлось отступить, а прозауроподы в тот же день ушли с обжитого места, где им грозила голодная смерть. В это время Годзилла пошел на отчаянный шаг. Он напал на превосходящего его размером крокодила-морфа, решив, что тот достаточно обессилел. Крупные хищники вступили в смертельную схватку. В ход шли острые зубы, огромные когти, удары головами и хвостами. Победил динозавр, который не так ослаб во время засухи. Убив крокодила-морфа, он сразу набросился на добычу и стал ее с жадностью пожирать. Насытившись до отвала, Годзилла удалился. Немного объедков досталось и эорапторам, а ночью – цинодонтам. Через месяц жизнь вокруг водоема еле теплилась. Правда, цинодонтам посчастливилось однажды откопать яйца эорапторов. Пара утащила лакомство в новую глубокую нору и долго поддерживала силы за счет этой пищи. А сами эорапторы от голода стали пожирать самых обессиленных особей в своей стае. Но особенно плохо все было у Годзиллы. В схватке с крокодиломорфом динозавр получил большую рану на боку, которая загноилась. Годзилла не мог охотиться, стал совсем беспомощным и уже не в состоянии был подняться на ноги. Его почуяли эорапторы. Они окружили хищника и начали один за другим нападать на него, открывая куски плоти. Жестокие убийцы быстро обглодали заживо своего некогда грозного врага. Ночью цинодонты подобрали остатки за динозаврами, завершив кровавый пир. А еще через 3 месяца полили дожди, и все вокруг ожило. Озеро до краев наполнилось водой, вернулись насекомые и земноводные. Пара цинодонтов вновь успешно охотилась по ночам и вскоре отложила яйца. Эорапторы тоже не испытывали недостатка в пище, а из отложенных ранее яиц у них вылупились детеныши.
Через время к озеру вернулось сильно поредевшее стадо прозауроподов. Эти животные смогли добраться до более глубокого водоема и пересидеть там засуху. Так предшественники-динозавры укреплялись на планете. Но к настоящему расцвету их, скорее всего, привела новая глобальная катастрофа. 169 миллионов лет назад произошло триасово-юрское вымирание. В конце Триаса исчезло около 50% наземных животных. У ученых нет единой версии насчет причин вымирания, которое помогло возвыситься динозаврам. Возможно, все затеяли вулканы. К их интенсивным извержениям привел начавшийся раскол суперконтинента Пангея. В результате в атмосферу было выброшено огромное количество углекислого газа. Это создало парниковый эффект и резкую смену климата. За подобными изменениями обычно следует крах экосистемы. Также есть мнение, что на Землю упал огромный астероид и привел к катаклизму. Правда, кратер от удара этого небесного тела не найден. Однако за миллионы лет его мог поглотить океан. Как бы то ни было, в результате катастрофы освободилось множество экологических ниш. Природе потребовалось более 30 миллионов лет, чтобы восстановиться, и тут как раз первенство захватили динозавры. В следующем за Триасом юрском периоде начался настоящий расцвет эры древних ящеров. На планете жили сотни видов динозавров. Некоторые из них достигали неимоверной величины. И, конечно, вооружились по последнему слову доисторических времен. Они пережили несколько вымираний, резкие смены климата и другие удары природы. И все же 66 миллионов лет назад уступили место млекопитающим, маленьким животным, которые огромный временной период ютились в тени гигантов. Но динозавры, их развитие, расцвет и гибель – совсем другая история и повод для новых невероятных путешествий.